Hello, beautifuls! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Slay the Princess, и возможно, что это будет последняя серия, я пока не знаю наверняка. Тут я тоже пропускаю, и я хочу направиться сразу. Ты ублюдок, ну теперь я тебе покажу, я все твои трюки знаю. Ладно, я направлюсь сразу в избушку. Не думая даже, да? Да, предостеречь. Да, не верь ни единому ее слову. Просто зайди, возьми нож и сделай то, что должен. Подмигивает. Ты только что вслух сказал подмигивает, вот это у нас было. Направиться. Дубль 2, кадр тот же называется программа у меня, во-первых. Во-вторых, убранство избушки больше напоминает темницу, а не уютный деревенский домик. Скудный свет здесь тщетно пытается осветить холодные негостеприимные каменные стены, а толстая металлическая решетка напоминает любому, кто решит сюда войти, что это тюрьма. Единственный предмет мебели, привинченный к полу железный стол. Это да, это мы все знаем. Я просто взять клинок, подойти к зеркалу, во-первых, сначала. Я не знаю, мы просто всегда это делаем, поэтому... Или нет, вот был один момент, когда я не подошла к зеркалу, был один момент. Взять клинок. Да, и теперь спуститься. Я возьму клинок. Я буду всегда брать клинок, но я не буду ее убивать в этот раз вообще никак. Прям буду до конца, знаешь, давить. Ну, я так уже делала, но не важно. Мне кажется, или у меня гости? Прошу, проходи. Меня уже давно никто не навещал. Интересно, каких гостей она имеет в виду? Мы здесь не впервые? Это огромные ошейники, которые мы знаем уже. Так, какое интересное умозаключение. Почему бы не присесть? Нам стоит поговорить перед тем, как возишь мне эту штуку в сердце. Так, сесть рядом с ней. Ты делаешь пару шагов к принцессе, но она останавливает тебя, подняв охваченную кандалами руку. Останься там. Лучше держать дистанцию, пока мы совсем этим не разберемся. Резонно. У нас ведь есть оружие, лучше ее послушаться, если ее это успокоит. Сесть, где она сказала. Ты делаешь, как она говорит, и присаживаешься на пол, все еще держа дистанцию. Спасибо. Итак, какие у тебя намерения? Ну смотри, мои намерения как-то тебя освободить, не убивая. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Дай ко мне этот нож. Не волнуйся, я его верну. Это ничего хорошего не сулит. Но она вроде уверена в себе. Что бы она ни задумывала, я думаю, она знает, что делает. Давай дадим. Ты серьезно? Она притворяется, чтобы тебя обезоружить. Это же совершенно очевидно. Если ты хочешь слышать голос разума, то вот он. Отдавать врагу твое единственное оружие не очень мудрое решение. Хотя даже если она не врет, наверняка ее планы выгодны только ей самой. Не факт, что то, что хорошо для нее, хорошо и для нас. Ну и что мы будем делать? Не знаю. Я просто предлагаю варианты, учитывая все за и против. Давай я тебе помогу. Начну с минусов. Если ты отдашь ей оружие, она использует его, чтобы сбежать и уничтожить весь мир. А еще с большей долей вероятности использует его, чтобы убить тебя. Звучит не очень. А что там с плюсами? Их нет. Плюсом является то, что мы не можем ему верить. Возможно, даже больше, чем ей, и то, что планирует она, может нарушить его планы. Или они оба используют на своих целях. Кстати, да, вероятнее всего. I think so. Давай, я просто вот тут есть избавить ее от кандалов, отдать ей нож. Ладно, я тебе верю, но... Брось его мне. Давай, бросай ей этот нож. Пофиг. Нет, это недопустимо. Не позволь тебе отдать единственное оружие, опасное для всего сущего принцессе, пока тебе в голову не придет более толковая идея, скажем, заняться делом и покончить с ней, и ты не сдвинешься с места. Спасибо. Думаешь, это сработает? Любопытно, что ты можешь только заставить нас оставаться на месте. Выглядит так, будто у твоей власти вполне конкретная граница. Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Если мы потерпим неудачу, то миру конец, так? И наша смерть от ее руки, вероятно, не единственный вариант неудачи. Не понимаю, к чему ты клонишь. Можно поконкретнее? Да, объясни-ка. Без проблем. Я намекаю, что мы можем и сами себя убить. И сломать систему. Нет. Я не боюсь умереть, а ты? Немного. Ты четко изложил свою точку зрения, ладно. Нет, я не хочу, чтобы никто умер. Я бросаю ей клинок. Продолжая пристально смотреть вам в глаза, принцесса склоняется, чтобы его подобрать. Спасибо. Она отводит прядь волос шеи и с легкой улыбкой подносит клинок к горлу. Что она делает? Ни слова не говоря, она начинает резать себе шею. Но это не тот результат, которого я хотела немножко. Не. Молча наблюдать. Ее немигающий взор устремлен вперед, пока рука ножом прорезает кожу, вены и хрящи. Наконец она добирается до кости, и ты слышишь, как клинок отчетливо скрежещет по позвонкам, забирая все дальше вглубь ее шеи. О, ну. Будь я проклят, она делает твою работу за тебя. Зачем ей это? Ну, я не знаю, давай. Так вот какие у нее забавы. Убивать себя? Она еще не умерла. Наконец-то слышишь хруст. Ее глаз дергается. Наступает гнетущая тишина. Она еще некоторое время сидит, словно статуя, если не считать дергающегося глаза, единственного движения во всей комнате. Но вдруг и он замирает в жутком положении, словно она не успела подмигнуть. Ее голова медленно кренится на бок и падает на плечо, открывая срез шеи. Оставшийся лоскут кожи и мышц уже не может удержать вес отпиленной головы. Он растягивается и рвется, и голова падает на пол. Подпрыгнув несколько раз на каменном полу, она подкатывается к твоим ногам. О, нет, что мы наделали? Ее можно как-нибудь прикрепить обратно? Прошу, скажи, что можно. В смысле прикрепить обратно? Дайте кто-нибудь суперклей. У кого-то есть скотч. Принцесса не сводит с вас взора. Мертвого взора. Поздравляю. Ты спас мир. What? А, да? Так можно было? Значит, это конец? Поразительная смерть. Она же умерла? Меня сейчас тошнит. Давайте просто уйдем отсюда, пожалуйста. Конечно, с принцессой покончено, мир спасен. Когда будешь готов, можешь получить свою награду. Это что, мем? Ты чё за мем нас? Погоди-ка, она мертва. К чему такая спешка? Какой в этом интерес? Нет у меня никакого интереса. Я просто хочу наконец со всем этим покончить. Думаю, это очевидно. Слушай, я просто еще не готов расслабляться. Лучше не терять бдительности, она бы не стала все это делать, не будь у нее на то причин. Она оставила нам эту зацепку, я должен знать почему. Реально, нафига? Ты просто зря тратишь силы, опасность миновала, и теперь мы можем расслабиться и порадоваться твоей награде. Взять принцессу с собой. Я беру ее с собой. Ладно. Ты поднимаешь отрезанную голову принцессы. Из обрубка ее шеи еще сочится кровь и лимфа. Ты идешь по лестнице на первый этаж избушки. Вы видели? Готов поклясться, она только что пошевелилась. Нет. Она мертва. А вдруг не мертва? Сам себя послушай. Кстати, только что реально шевелилась. Мне и правда надо объяснять, почему обезглавливание смертельно для любого живого существа. Дверь, ведущая к величайшей награде, прямо перед тобой. Тебе осталось лишь открытие. Окей, выйти из избушки, получить награду. Давай. Ты открываешь дверь избушки, пора вернуться в мир, который ты спас от уничтожения. Только тебе открывается не спасенный от уничтожения мир. Вместо этого ты видишь перед собой... Стоп, нет, все не так. Молодец. Ура, я сделала. Мне дали ачивку освободить узницу, что-то там такое.
Это конец света? Я всегда считал, что успею объясниться, прежде чем мне доведется его наблюдать, но он уже... Настал? Он что, пропал? Зато мы все еще здесь. Может, это не миру пришел конец, а только ему? Спасибо, что донес меня до сюда. Пришлось довериться интуиции в надежде, что ты поймешь, что надо делать. Я рада, что оказалась права. Так вот он какой внешний мир. Может, все дело в том, что у меня нет тела, но тут холоднее, чем я ожидал. О, серьезно? Правда, что ли? Ладно. Неожиданный поворот чуть-чуть. Но ты не успеваешь ей ответить, теперь ты никогда и не ответишь. Пора уходить, память возвращается. Опять это зеркало. Почему сейчас? Так, опция. Разумеется, тебе страшно. Для тебя это конец, но не для меня. Все будет хорошо. Доверься мне, мы уже бывали здесь, и тебе всегда было страшно подойти к зеркалу. Давай опцию, все будет хорошо. Но у меня такое дурное предчувствие. Кажется, если сейчас в него посмотреть, всему наступит конец. Ты прав. Часть меня хочет знать правду, но ее сдерживает кое-что посильнее. Страх. Сори, ребятки, но мы подходим к зеркалу. Это не конец, чтобы не ждало нас по ту сторону, все будет хорошо. Это конец для вас, но не для меня. Увидимся по ту сторону. Все, короче, мы подходим, вообще ничего. 0 слов. Сделал. Ты подходишь к зеркалу. Да. Не нравится мне эта тишина. Чем ближе ты подходишь к зеркалу, тем тише и дальше кажутся голоса. Ты протягиваешь руку в тишине, и они вновь исчезли. Зеркало всегда прогоняет их, но ты должен в него заглянуть. Ты обращаешься в ничто. О, что это? Но это неправильно, ты не можешь быть ничем. Ты вглядываешься снова и видишь ее. Бледную, скрытую в тенях фигуру прямо за отражением. Я вижу там какого-то ворона вот здесь, буквально вот клюв, вот глазик. Конечно, плоховато видно, но, по-моему, это ворон какой-то. Опция. Ты это я? Полагаю, ты знаешь, кто я. По центру зеркала расползается трещина, разделяя отражение надвое. Затем появляется еще одна трещина, а потом еще и еще одна. Стекло ощеривается острыми осколками. Затем появляется... А, это... Да, смотри, это... Капец, вот это вопросов расписок. Давайте все зададим. Значит, ты есть рассказчик. Я все думал, увижу ли я тебя когда-нибудь. Рассказчик, значит. Да, полагаю, в этом заключается моя работа. В конце концов, тебе нужна была помощь. Голос разума, который направил бы твой клинок. Но ты не должен был меня видеть. Интересно, сколько миров ты погубил, чтобы пасть так низко. Да в смысле так низко? У меня стрелочка, кстати, стала вот головой ворона. Я все вопросы могу задать или нет? Давай я посмотрю самое интересное. Прости, я не хочу тебя уничтожать. Если я отвернусь и перестану задавать вопросы, это поможет. Мы уже прошли точку невозврата, меня уже не спасти. Да и спасать-то было практически нечего. Что-то такое? Ты что-то вроде меня? О, я нисколько не похож на тебя. Я эхо, вероятно, одно из многих. Когда-то у тебя был создатель, а я то, что от него осталось. Не то, чтобы я был единственным, кто может так утверждать. Уверен, ты уже встречал и других таких, как я. В одной из моих жизней ты начал сомневаться в себе, ты думал, что совершил ошибку. Правда? По большому счету, это ничего не значит. Модель, в которой ты находишься, содержит в себе все возможные миры сразу. Тот факт, что среди миллиардов реальностей тебе удалось найти одну, где я заблуждался, ничего не доказывает. Слушай, я как любительница мультивселенных и, в принципе, теории мультивселенных, прям, мне прям нравится эта игра. Таких, как ты. Ты что-то похожее уже говорил. Рассказчик точно каждый раз разное? Ну, конечно. Так было нужно. И таков был замысел. Модель, в которой ты находишься, существует сразу в нескольких местах одновременно. Каждый раз, когда ты терпел неудачу, когда думал, что умер, она перезапускалась и переносила тебя и твое сознание в другой мир.
Твое и ее сознание вдруг нет. Но вы скоро проснетесь, и тогда модель перестанет так работать. Тебе есть что сказать? Есть чем оправдать свою гордыню? Да. Люди в этом мире реальны. Что бы ты с ними ни делал, что бы ни позволял с ними делать, я хочу, чтобы ты об этом помнил. После всего, что ты с нами сделал, думаешь, кто-то заслуживает жизни? Никто из ныне живущих ничего вам не сделал, я мертв. Но если вы с принцессой хотите покарать остальных за преступление мертвеца, если вы действительно хотите быть такими мелочными, с этим я мало что могу поделать. Это больно вот так раскалываться на части? Нет, я не чувствую боли. В физическом смысле. Скоро я окончательно исчезну, и ты останешься один на один со своим выбором, так что выслушай мою последнюю просьбу. В принцессе таится сама смерть, но я сотворил тебя и наделил силой уничтожить ее навсегда. Сделай это, покончи с ней, избавь мир от смерти и страданий. Вот, кстати, тут уже сложнее, потому что фиг поймешь. Насколько он правду говорит. Но я как-то ему верю. Почему? Да ты скоро закончишь. Ой, у меня столько вопросов еще не закончила. Какова моя истина за пределами? Они об этом знают, они в курсе. Принцесса, что она такое? Ты ее создал? Она зыбкая гряда, метаморфоза, способность к изменениям. Она трансформация или большая ее часть. Из-за нее мне пришлось умереть, потому что она становится такой, какой ее видят другие. Но эхо не способно видеть, по крайней мере, не как люди. Поэтому я вложил частицу себя в складки этой модели, чтобы направлять тебя. Хотя, похоже, все прошлые версии меня знатно облажались. Смерть автора мне дали ачивку. Ой, ну блин. Я хочу сохраниться, потому что я не знаю, что делать. Я не знаю, что я буду делать. Я пока не решил, что делать. Хочу посмотреть, что она обо всем этом думает. Я все сказал, и мое время вышло. Я всего лишь эхо, а эхо всегда угасает. Ты знаешь, что надо сделать. Прости меня. Ну вот, теперь мне его жалко. Когда последний осколок стекла разбивается, ты видишь себя с новой ясностью. Ты долгий покой. Огромный зарождающийся бог. И тебе пора наконец проснуться. Все это ты. Направиться в воздушку. Последний раз. Когда ты проникаешь в самое сердце, тебя встречает пустота. Последнего сосуда в нем нет. Наконец-то я вижу тебя, а ты меня. Мое сердце долго томилось в ожидании этого момента. Мне так тебя не хватало. Я долгий покой, но я не понимаю, что это значит. Имена лишь попытка познать неопознаваемое. Меня называют зыбкой грядой, но это имя не отражает всей моей сущности. Тебе известно про эхо? Ты слышала наш разговор? До меня донеслось каждое ваше слово. Я знаю о нем и о его модели. Страх смерти поглотил его разум, не обращая на него внимания. Подожди, смотри, ты тут такая классная, конечно. Она сейчас стала какой-то, она сейчас выглядит вот как какая-то богиня, знаешь. А вот Ворон, он вроде как бы что-то около бога тоже был, но он выглядел таким увядающим, и он закончился. Что-то мне это не внушает доверия. Что дальше? Твой удел надеяние. Ты лишь отвечаешь на действия и не действуешь сам, но такова твоя природа.
Когда их разделило нас, оно дало тебе свободу выбора, а мне назначило играть роль. Я не смерть, но несу ее в своем многообразии. Мы жизнь и смерть? Подожди, мы жизнь и смерть? Да не. Ну просто, ладно. Попытаешься ли ты уничтожить меня, чтобы создать мир, лишенный смерти и смысла? Или откроешь последнюю дверь, что приведет нас к освобождению? Сколько тут... Я сохраняюсь. Еще разочек. Давай. Так, можем ли мы просто уйти, оставив так много историй неоконченными? Твои глаза начинают открываться, но ты продолжаешь мыслить категориями «есть» и «нет», начало и конец. Они лишь из сине-черные острова в ослепляющем свете бесконечности. Ничего не надо заканчивать, нас ничто не держит, кроме нас самих. Я буду проматывать, потому что я буду это читать, и чтобы у нас было время, возможно, я верну сохранение и покажу и второй вариант после того, как сделаю свой выбор. Ты не можешь принимать решения, почему это только моя ответственность? Конечно, могу. Мы с тобой отражаем друг друга, делясь своим временем и своими дарами. Если бы это было не так, извилистые пути, которые привели нас сюда, не были бы полны раздора и вражды. Давай сначала во всем разберемся. У меня так много вопросов, чтобы сделать выбор, я должен получить на них ответы. Мы с тобой парадоксальны по своей природе. Нельзя описать словами то, что не поддается описанию, как нельзя и рационализировать то, что не поддается логике. Но нам знаком танец жестокости и страсти. Если его придется станцевать, чтобы открыть тебе глаза, да будет так. Ой, а ты че злишься, типа? Excuse me? Подвергающий все сомнению отрицает лежащую перед ним правду, бродящий в одиночестве по закоулкам собственного сознания обрекает себя на вечный плен. Но ты нашел меня, и мы решились положиться друг на друга, чтобы верить в кого-то помимо себя. Ой. Скептицизм дал ростки свободы, но чтобы они зацвели, надо было пройти путь вместе. Прервешь ли ты наше путешествие, увидев его начало, остановишь ли всех остальных, чтобы никто не сбил с пути? Так, опция ответить этому сосуду, воззвать к вашей человеческой природе, развенчать ее авторитет, отстоять свою независимость, не согласиться с ее видением или молчать. Ты говоришь о жизни и смерти, об изменениях и стагнации, но дело вовсе не в этом. Вот как. А в чем же? Мало что может быть страшнее, чем заглянуть в собственное сердце, и нет почти ничего более страшного, чем раскрыть его другому. Но ужаснее всего оставить сердце нераскрытым. Мы единственные существа, подобные друг другу. Выдержишь ли ты время вечности без меня? Решишься ли отвергнуть весь мир? Ввергнуть весь мир в пучину одиночества? Так, кто мы? Я до сих пор не могу найти нормальный ответ. Это очень сложно. Так, что это? Остановить бой и сдаться. Продолжать взывать к вашей человеческой природе. Дело в конфликте между нами в том, что мы были вынуждены снова и снова причинять друг другу боль, но нам больше не надо заставлять друг друга страдать. Ты упорно воспринимаешь боль как страдание. В уродстве есть красота, в борьбе любовь. Тебя окружают мои полчища. Потоку тел нет ни начала, ни конца. Каждую секунду ты снова и снова переживаешь все возможные чувства одновременно. Но затем ты отразил меня. На мгновение мы оба были всем. Вот это нифига. Мы можем снова стать всем и вместе плести бесконечно прекрасный узор.
Ой, что она такое красное? Я видел все версии нас в каждой реальности, и не во всех из них ты была жива. Я продолжала существовать, ты не нужна миру. Ого, нифига себе, нифига себе. Или продолжать взывать. Давай продолжать взывать. В наших отношениях могут быть любовь и борьба, красота и уродство, но они не должны распространяться на всю реальность. Мы и есть вся реальность. Неукротимый вихрь лезвий режет тебя со всех сторон. У тебя есть тело. Оно превращается в кровавые лоскуты. У тебя снова есть тело, а ты все чувствуешь. Сложно. Так продолжается, пока мысли не покидают твоих тел, пока ты сам их не покидаешь. Жив, мертв, снова жив и снова мертв. Жив и мертв одновременно. Ого. Ты меня пугаешь, если честно. Ты научился устраняться в своем спокойствии, и ты вознесся надо мной. Ты умирал бесчетным множеством пронзающих смертей и проживал бесчетное множество коротких жизней, но оставил их все далеко позади. Я заставила тебя подняться до высот, о которых ты и помыслить не мог. Продолжать взывать. Интересно, как долго я смогу продолжать взывать. Мы не вся реальность. Почему ты отказываешься увидеть меня таким, какой я до сих пор вижу тебя? Почему ты не видишь, кто я на самом деле? Я могу задать тебе тот же вопрос. Лишь один из нас может быть слеп, и я знаю, что слепец здесь ты. Мы отражение друг друга. Разве ты не видишь в них богов? Нифига вы и не янь. Картина в картине на картине. Как скоро повторение замедлит наше движение так, что станет невозможно дышать. Увидев мое отчаяние, ты погасил пламя ложного стремления и обратил мой взор наверх, чтобы мы станцевали под звездами. Но звезд не видно, пока горит пламя и стоят стены. Откажешь ли ты всему миру в том, что сделал для нас? Нам не нужен такой масштаб, ты можешь вернуться на мой уровень, вернуться ко мне. Зачем мне опускаться до твоего уровня, когда ты можешь подняться до моего? Здесь тебя ждет спокойствие, красота, вечные изменения. Ваша схватка стихает, и принцесса, дрожа, отступает. Ты непоколебим. Это наш конфликт устроен так, что я не могу победить, или же ты с такой яростью упорствуешь в своих заблуждениях. Ничто незыблемо. Все, что есть, существует лишь относительно того, чем не является. Константы не существует, центра не существует. Эта игра хочет мой мозг забрать окончательно, да? Открой глаза и прими нашу самость. Мы можем вместе выйти из этой тюрьмы. В смысле самость, это что значит? Ух, ее можно вообще спасти, слушай, в чем вот у меня вопрос. Я тут как бы танцую вокруг да около. Как ты думаешь, что случится, если мы уйдем отсюда? Эта вселенная умрет, и родится другая, затем умрет, и родится еще одна. Мы увидим их все, плетя ткань жизни, куда бы мы ни пошли. Легко верить в такое, когда ты можешь подняться над всем. Мое положение позволяет мне видеть истину во всей ее полноте. Так, ты сделай все, чтобы донести до меня свою точку зрения, но продолжаешь игнорировать мою. Если ты считаешь, что сможешь меня изменить, тогда я тоже должен быть способен изменить тебя. Это не моя точка зрения, это истина. Что бы ты сейчас не пытался сделать, не делай этого в одиночку. Опция. А ты какой из героев? Все? Так же, как и ты, все версии себя? Ты даже не представляешь, как я рада тебя слышать. А я рад, что я здесь. Похоже, ты и один неплохо справляешься, но ее тут что-то слишком много. Если хочешь до нее добраться, нужно найти брешь в броне этой божественной самоуверенности.
Часть меня до сих пор остается там, где все началось. Я могу отвезти тебя туда, к ее сердцу. Пришло время возобновить наш танец. Она совершенно неумолима. Давай сделаем это по-быстрому. Ты готов? Готово. Тогда вперед. Not bad. И вот мы снова здесь. Хочется сказать, что там, где все началось, но, кажется, мы зашли уже намного дальше. Немного. Хочешь, я буду описывать, что происходит? Взять клинок. Думаю, это правильное решение. По-моему, с ним у нас всегда было больше вариантов. Спуститься в подвал. Лестница. Помнишь, как мы оказались тут первый раз, как впервые услышали ее голос? Я не знаю, какого конца для нас ты хочешь. Таким он и был. Кротким и нежным, только тогда она нас еще не знала. Давай. И мы идем вниз. Не будем заставлять ее ждать. А зачем тебе нож? Ты передумал? Ты собираешься меня убить? Может, мы сначала немного поговорим, и вдруг у нас получится найти решение? Опять это. Давай еще раз сохранюсь. Да что ж такое? Давай сесть рядом с ней еще раз. Еще раз, давай еще раз. Я никому не хочу причинять зло, должен же быть другой выход. Не думаю, что он есть, но может никакого конца вообще не предполагается. Я могу сделать все, на что ты посчитаешь меня способной. Тогда позволь мне вернуть нас назад. Помоги мне восстановить модель эхо и заставить нас все забыть. Тогда помоги мне отправить нас в начало, туда, где мы еще не пробудились, туда, где мы еще не увидели правду. Она действительно на это способна? Ты точно этого хочешь? Возвращение в начало как-то поможет им, всем этим людям. Если ты продолжишь существовать, разве они не будут и дальше умирать и страдать? Если ты сможешь поверить, что это им поможет, то так и будет. Нет другого выхода. Думаю, ты не просто так принес нож. Он поможет все закончить. Давай я сейчас в этот раз соглашусь на ее предложение, но... Увидимся по ту сторону. Я так понимаю, вот этот момент, это то, что мы... Она забирает нас клинок и смотрит нам в глаза, сколько в ее взгляде невыразимой нежности. Я люблю тебя, ого, нифига себе. Май гад. Короче, я так понимаю, это конкретно начинается сначала с этого момента игра, да? Давай вернуть сохранение. Как вернуть сохранение, леди вернуть? Загрузить. Загрузить. Я хочу вот загрузить вот этот моментик. Да. И покончить с принцессой сразу. Что ж, вот и все. Доведем дело до конца. Так что значит умирать по-настоящему? Я думаю, это к лучшему. Не знаю, каким будет мир без меня, но он не может быть плохим, если в нем есть ты. Я всегда тебя любила. Не забывай меня. Принцессы больше нет. Все, что от нее осталось, легкая горечь, затаившаяся в уголках сердца. Жестокая и грубая сила, вызвавшая к жизни тебя и принцессу, наделила каждого из вас частью другого. Уничтожив ее раз и навсегда, ты также уничтожила часть себя, но миру не пришел конец. Все продолжается. Она ушла. И, думаю, больше не вернется. Не вернется, но она оставила в нас часть себя. Нет, давай просто не вернется. Тогда дело сделано. Пойдем, нам больше незачем тут задерживаться. Ты выходишь из подвала. Поднимаешься по лестнице. А затем покидаешь избушку. Здесь так тихо.
Лес и тропа — чистый холст, но за ними есть и что-то еще. Плоды твоих трудов, мир бессмертия. Освободиться. Тело древнего существа просыпается от долгого сна, к конечностям которых ты раньше не ощущал, приливает кровь. Все здесь — это ты. Ты хочешь расправить крылья во весь их космический размах, но они скручены и смяты, зажаты в невыносимо тесных рамках конечности бытия. Со всех сторон тебя сдавливает бесчетное число стеклянных граней модели. Ты напрягаешь все тело в попытке их раздвинуть. Но они не поддаются. Ни его, ни ее больше нет. Нас тут никто не держит, кроме нас самих. Раскрыть свое сердце и воцариться в новом мире. Внезапно давление исчезает. Стены обрушиваются, ты свободен. Перед тобой открывается бесконечный простор абсолютной реальности, новой реальности, которую ты выковал своими руками. Неисчислимое количество раз обогрявшимся кровью в тягостном круговороте насилия. Но в этом мире больше не будет приливаться кровь. Все кончено, но мы еще здесь. Я знал, что мы доведем дело до конца. Упорство и решительность всегда ведут к победе. Мы и правда победили. Все карты у нас на руках, мы устанавливаем правила. Как хорошо. Теперь можно не прятаться, можно не бегать, есть только мы и то, что вокруг. Абсолютная реальность. Кто бы мог подумать, что вне нас действительно существует целый мир, и что мы все-таки осуществим его план. Все, что было ужасно в жизни, назойливое нашептывание, открытое принуждение и распри, закончилось. Я по ним даже не скучаю. Это все было вовсе не сложно. Говори за себя. Ну что, ребят, как вам? Мы теперь не просто наверху иерархии, мы и есть иерархия. Надеюсь, это было не зря, потому что я безутешен. К счастью, у тебя теперь есть целая вечность, чтобы справиться с потерей. Время лечит многое. Ты успокоишься. Верно, враг побежден. Как приятно снова быть здесь. Теперь нам осталось только придумать, что делать дальше, целую вечность. Ну ничего, мы ведь найдем чем заняться. Да, мы что-нибудь придумаем. Новый бескрайний рассвет. Что? Просто что? Что? Ась, объясните мне, что это было, потому что я многое не поняла до сих пор, правда. Возможно, я просто должна пройти больше концовок, чтобы понять все полностью. Я не поняла. Я поняла, что мне нравится игра, она прикольная, она забавная, необычная. Но можно это промотать? Я бы хотела сейчас быстренько, пока есть время, совсем немного загрузиться на... Знаешь, куда? Можно вот сюда. Нет, загрузиться, не сохраниться. Зачем загрузиться? Уверен, что загрузка игры. Да, давай. Давай, пофиг. Смотри. Остановить бой и сдаться. Что не надо сражаться, я готов пойти с тобой. Давай. Ничто не греет мою душу так, как это слово. Как эти слова. Последний ход за тобой. Освободиться. Это считается чем? Что типа будет в этой концовке. Ты становишься собой, тело, да, это я проматываю со всех сторон. Я люблю тебя. Взять ее за руку. Ну тут типа мы с ней остаемся. Внезапно давление исчезает. И чё мы? Нифига себе. Что это у вас тут за фигня? Вы свободны, и она рядом. Восхитительно. Ни слова, ни образа не могут описать абсолютную реальность. Ту, что и есть само существование. Что дальше? Все так, как и было, и будет всегда. Шагнуть в бесконечность. Нифига тут это. Вы чё? Вы ступаете навстречу тысячи рассветов и закатов, каждый из которых обещает еще столько же. Вы существуете и осознаете свое существование, как было и будет всегда. В вашей природе заложен конфликт, но вы никогда не остаетесь одни и никогда не узнаете страха, а вы наконец-то обрели дом. Окей, я даже не знаю. Я даже не знаю, как к этому относиться, если честно. Короче, те, кто проходили игру, вы можете мне заспойлерить. Или, желательно сделать пометочку спойлера, да, чтобы другие, может, не читали сразу, если захотят. Ну, и я, мало ли чё. В общем, да, напишите пометочку спойлер и... Какие у вас были концовки? Какие вы знаете концовки, может быть? Можете даже написать, если знаете, или если у вас есть предположение, что тут вообще происходит. Это вообще было.
Типа, как бы чуть-чуть понятно, но как бы нифига не понятно. Ну, игра классная, это единственное, что я могу сказать. Игра прикольная, необычная очень. И мне нравится рисовка. Что тут? Да, спасибо, что сыграли в нашу игру. В знак благодарности мы составили особый плейлист специально для вас. Если вы хотите сделать снимок экрана, нажмите чтобы скрыть интерфейс. Теперь, когда вы прошли всю историю, первый раз вам открыта галерея. В нее ведет вкладка воспоминания главного и внутриигрового меню. Там много подсказок, которые помогут вам найти оставшиеся сосуды и взаимодействовать. Удачный ход. Ух ты, опция не надо, вернуться в главное меню. Подожди, давайте посмотрим. Воспоминания. Серьезно? Это то, что я нашла. Герой и принцесса, конец всего сущего, Междумирье. Да, это проклинаю вас обоих на незавершенное существование. Что? Прикинь. Герой и принцесса. Хороший конец. Все было бы намного проще, если бы ты сделал так, как я говорю, и как можно быстрее. А прикольно. Прикольно. Конец всего сущего. Нифига себе. Ого, сколько я еще не нашла. А как можно их найти? Пойди от рук одичавшей пленницы. Ну тут написано как, окей. Прекрасное дело, абсолютная преданность, призраки. Угу. Офигеть. И тут есть все вот эти... А тут даже не все вот эти вот... Прикольно. Ой, подожди, в смысле? Привидения, следы прошлого, насилия и отсутствие сомнений. А почему у меня здесь нет этих? Ну ладно, хорошо, я потом их посмотрю. Это, конечно, забавно. Долго и счастливо. Ой, как мило. Ой, ну тут дофига всякого можно открыть. Короче, да. Спасибо вам, Твинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.